Здравствуйте, друзья! Меня часто спрашивают, какие неприхотливые растения подойдут не только для открытого грунта, но и контейнерного выращивания, и чем можно разнообразить и подчеркнуть красоту ампельных цветов. Сегодня речь пойдет как раз о такой культуре. Это растение можно считать настоящей находкой для каждого, даже начинающего цветовода. Оно очень простое в уходе и универсальное. К тому же радует долгим цветением и видом своих роскошных пышных соцветий, похожих на невесомые облака или воздушную пену. Называется молочай гибридный или эуфорбия. Среди молочаев есть очень много высокодекоративных представителей, которые поражают своей яркой окраской и необычной формой. О них я тоже буду рассказывать, но уже в других видео. Гибридная эуфорбия от своих сородичей отличается многочисленными тонкими веточками, мелкой листвой и соцветиями. Данный вид отлично подходит для открытого грунта и кашпо. Не зря его еще прозвали ампельным молочаем. Кстати, многие садовые магазины продают это растение именно под этим названием. Благодаря своей неприхотливости гибридная эуфорбия подойдет всем, и даже тем, кто не может часто посещать свой загородный участок. Ведь в никаком специальном уходе и своевременном поливе она не нуждается. Растение наращивает объемную пышную крону, за счет чего похоже на нежное облако. Если высадить рядом несколько кустиков и пустить их по земле, они станут расти как почвопокровники, образуя пушистые коврики из тонких побегов и мелких ароматных соцветий. Подобные растения придают саду особое очарование, легкость и ажурность. Радует и то, что под махровым и достаточно плотным покрывалом этой эуфорбии неохотно растут сорняки. Этот вид отлично подходит для заполнения пустующих мест в саду и в борьбе с сорной травой. Миниатюрные белые цветочки эуфорбии эффектно выглядят на контрасте темной зелени. Цветение не только обильное, но и длительное. Селекционеры смогли вывести новые, потрясающие сорта, непрерывно цветущие с весны до осени. Пышные куртины гибридного молочая придадут вашему знойному саду ощущение свежести и воздушности. Клумбы, украшенные его белоснежным покрытием, выглядят словно припорошенные снегом. На фоне этого молочая очень выгодно смотрятся разные растения. Даже самые простые цветы, посаженные рядом с кустиками гибридной эуфорбии, кажутся намного ярче и привлекательней. Ампельный молочай отличился своей простотой в уходе, жаростойкостью, терпимостью к временной засухе и универсальностью. Он отлично подходит для посадки на самых солнечных участках. Его можно выращивать и в открытом грунте, и в кашпо, на улице или в домашних условиях. Флористы также используют веточки этого растения для оформления букетов. Гибридный молочай в этом смысле настоящая находка. Он выносливый, нетребовательный к несению удобрений и условиям выращивания. Грунт можно использовать обычный, но дренированный, с нейтральной реакцией. Избыток воды может привести к загниванию корней. Горшечные растения изредка подкармливают, а те, что растут в открытом грунте, нормально развиваются и цветут даже без внесения удобрений. Данный вид хорошо кустится, наращивая пышные подушки высотой около 30 см. Склонность к кущению и полегание побегов дает возможность выращивать гибридную эуфорбию как ампельную культуру. Очень красиво смотрятся ее кустики в подвесных корзинах и высоких вазонах. В отличие от других цветов, веточки молочая не требуют постоянной обрезки, так как после увядания соцветий растение сбрасывает их самостоятельно. К тому же гибридный молочай устойчивый к ветрам и дождям. Он прекрасно подходит для уличного содержания, конечно, при наличии дренажного слоя в горшке. Ампельная эуфорбия покажет себя во всей своей красе на полном или частичном солнце. А вот в тени ее цветочки в полной мере могут не раскрываться. Рядом с этим растением красиво высаживать разные цветочные культуры. Даже самый заурядный цветок в его нежном ажурном обрамлении покажет себя более выигрышно,
а мелкие, невзрачные расцветки соцветия станут казаться намного крупнее и ярче. Молочай гибридный – это настоящая находка для нас, цветоводов. Эффектный, засухоустойчивый и неприхотливый. Красиво выглядит как сам по себе, так и в компании с самыми разными многолетниками и однолетними цветами. Но у него есть свои особенности. Стоит иметь в виду, что белый сок молочая при контакте с кожей может вызвать раздражение. Зато вредителей это растение мало интересует. Вам не понадобится проводить профилактические обработки и часто опрыскивать его крону. В отличие от других цветов, которые мы вынуждены периодически и своевременно обрабатывать, выращивать молочай – одно удовольствие. Размножить гибридную эуфорбию проще всего делением и черенкованием. Ее веточки хорошо дают корешки в воде и в почве. Я думаю, что такое неприхотливое растение должно многим понравиться. С помощью декоративного ампельного молочая легко украсить не только сад, открытую террасу или балкон, но и домашний интерьер. При хорошем освещении эуфорбия способна радовать пышным цветением долгие месяцы, и вам не придется тратить свои силы и время по его выращиванию. Я буду всем благодарна, кто поделится в комментариях своим мнением об этом растении. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.